Я рассказываю ситуацию, как она есть, не так, как хочется, а как она есть. Черкесский народ должен стать хозяином своей земли. عدوك وزيز ونغار ويكاب خزم يكاب زروة ويبسم خغش سعد الوجز وتكون يحب شرشاب هو ابن خججار. Ассаламу алейкум, вы снова на канале Черкасиан Медиа. Мы продолжаем нашу работу. Сегодня у нас в гостях Павло Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований города Київ. Щиро радий вітати вас на нашому каналі. І сповідаюся, що це інтерв'ю буде першим, але не останнім, та відзначатиме початок нової ери взаємовідносин українців та черкесів. Добро пожаловать, Павло. Приветствую Спасибо. вас. Я надеюсь, что очень скоро появятся нормальные онлайн-переводчики, в том числе в Google, с черкесского языка на украинский, на английский, с тем, чтобы я мог бы также с вами говорить по-черкесски, как вы со мной. Павло, у нас формат на Черкасиан Медиа, мы привыкли к формату больше подкастов, к такому интервью, еще не профессиональный интервьюер, но попробуем сегодня все-таки, нам интересно, черкесскому зрителю будет интересно услышать именно ваше мнение. И первое, что я хотел бы спросить, это, конечно же, что вообще известно и известно ли вообще что-то в Украине о черкесах, о черкесском народе? Ну, то, что черкесы есть, это все знают, да. То, что черкесский народ есть, да, все украинцы знают. Но исторические знания, к сожалению, очень слабые. То есть понятно, что в истории в школе это не преподавалось. То, что была столетняя война с Россией, и что было после войны, и что было до войны, да, вообще. Хотя, в принципе, то, что касается вот народных, будем говорить, знаний, да, ну, так на все, по крайней мере, очень многие понимают, что Черкасы, город Черкасы, который недалеко от Киева, и черкесы как-то связаны, да, между собой. Знают черкесска, допустим, военная форма, которая была принята практически всем Кавказом, и не только Кавказом, ну, все, которые на Кавказ, даже те, которые потом переселялись на Кавказ, приняли эту черкесскую саму, и очень многие военные навыки вот взяли от черкесов. Но вот те, кто интересуется, когда начинают интересоваться, конечно, это вообще клондайк, это абсолютно неизведанная история незнакомого народа и великого народа. Я скажу, что великого хотя бы потому, что когда я познакомился с черкесом, с одним, это было лет 7 назад, и вот начал интересоваться, то, что от него услышал. А я люблю готовить, и он мне подарил книгу «Лечебное блюдо черкесской адыгской кухни». Это, конечно, просто шедевр. Я не знаю вот таких фундаментальных кухонных книг других народов, включая украинский. Да, нет. Я уже не беру там Россию, у которой практически нет национальных блюд. Я прошу прощения, но да, ну кроме разве что похлебки, щей, там еще ботвиньи, да, вот это да, это тут что чисто русское, а все остальное заимствовано. Поэтому вот когда знакомился с историей, когда я знакомился с историей, в том числе уничтожения народа, да, это, конечно, вызывает просто восхищение и желание каким-то образом, насколько это возможно, помочь этому народу восстановиться после тех потрясений, после той катастрофы, которую он пережил. Когда мы рассуждаем на эту тему, я думаю, что мы, по крайней мере, у нас, у черкесов, есть желание, чтобы эта тема популяризировалась и в мире, в общем, в частности, сегодня в Украине. И говоря о необходимости популяризации черкесского вопроса в Украине, стоит отметить, что трагедия черкесского народа – это также части украинской истории, да, части.
Я знаю, что вы не историк, но как эксперт вы можете высказать свое отношение по событиям того времени, по событиям XIX века и черкесского геноцида непосредственно. Ну, геноцид был осуществлен, то есть создавались, я не буду пересказывать вам что вы знаете, в принципе, люди уничтожались по признаку национальной принадлежности, этнической принадлежности, уничтожались не просто люди, а делались невыносимые условия для их проживания. Э, Насколько я знаю, были эпидемии, то есть, которые фактически инициировались и поддерживались. Люди лишались пищи. На побережье просто умирали в ожидании кораблей. А, Это, конечно, страшно. Ну, что страшно? Понимаете, меня не удивляет. Я прошу прощения за цинизм, но черкесский народ не был исключением в политике Российской империи. Начиная с уничтожения Новгорода и всех его жителей мужского пола, по-моему, в 1570 году. Дальше была Казань, взятие Казани. Нет, Казань была раньше, все-таки 1552. Вот, да, Казань. Потом уничтожение Батурина вместе с жителями, это уже украинский город. Потом пошли геноциды черкесов, чеченцев, украинцев, Голодомор. То есть то, что мы сейчас видим на нынешней войне, это все абсолютно то, что практиковала Московия, Российская империя, Советский Союз и сейчас практикует Российская Федерация. То есть, ну, это преступление против человечности, и поэтому не напрасно Международный уголовный суд выдал ордер на арест господина Путина, президента Российской Федерации. Вот, и то, что вот этот геноцид не один, в первую очередь черкесский, да, ну не только черкесский, геноцид чеченцев точно так же был, и все остальные, поскольку они не были осуждены международным сообществом, а Россия продолжает эту же политику. То есть вот открытие исторических архивов, да, популяризация. У нас слово популяризация почему-то только позитивно воспринимается. Популяризация – это внесение в массы знаний о том, что в действительности происходило во всех странах. И оно должно не только способствовать тому, что люди будут знать, но и препятствовать повторению этого с черкесским, с другими народами. Это важно. Вот в этом нужно учиться, кстати, у евреев. По поводу вот то, что было сделано для увековечения памяти жертв Голокоста, да, и та политика, которую проводит Израиль и еврейская диаспора в странах проживания, и все остальные страны уже даже без... Это способствовало тому, что государства все действительно это внесено в школьные программы. Они понимают, дети с детства понимают, Европа понимает, что такого не должно быть. Вот наряду с этим, наряду с сознанием Холокоста должно быть знание и всех геноцидов, осуществленных Российской империей против подневольных народов. Возвращаясь к теме черкесского геноцида, этим летом буквально Верховная Рада приняла к рассмотрению акт о признании геноцида, точнее, внесен был к рассмотрению этот акт. Тут нужно отметить, что черкесские организации впервые еще в 2014 году обратились к Верховной Раде с подобной просьбой. При этом автором внесения этого акта и единственным, кто сегодня публично говорит о возможном признании украинским парламентом геноцида, является депутат, представитель в ПАСЕ, депутат Рады господин Гончаренко. И тут хочется отметить,
мы можем констатировать, что Алексей либо не понимает важность этого вопроса, либо не хочет понимать, так как параллельно с разной периодичностью мы слышим от него риторику такую, как «Кубань-це Украина», или риторику в категориях кубанской губернии, рассуждения, да, что и является причиной утверждать о его недостаточной компетентности в данном вопросе. И вот мне интересно, как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию, и известно ли вам о заинтересованности в этом вопросе со стороны сегодняшних властей в Киеве? Ну, вы должны понимать, что Украина демократическое государство, и здесь постоянно идет политическая борьба. То есть у нас же меняется постоянно и президент, и состав Верховной Рады, старые партии уходят, новые партии появляются. Поэтому любой вопрос, тем более значимый, очень важно, кто его вносит, да, в Верховную Раду. Депутат от партии власти или от оппозиции. Тем более вопрос, который действительно важен не только для как бы принятия просто, да, постановления, а он важен и как один из методов борьбы с Россией во время этой войны. Невооруженный метод, но он очень чувствительный для России, потому что признание геноцида черкесского народа, это ж, тем более, Украина уже пошла по пути признания прав подневольных народов. Украинская Верховная Рада несколько месяцев назад приняла постановление о признании Чеченской Республики Ичкерия оккупированной страной, которая оккупирована Российской Федерацией. То есть сначала положено. Теперь, если вносится от оппозиции, да, вот постановление о признании геноцида черкесского народа, ну, нужно понимать, что это политика, то есть вас поддерживают, да, но в то же время, вот если стать на место представителей политической партии, допустим, «Слуга народа», которая сейчас является правящей, да, то принятие сейчас, за год до выборов, вот скоро будут выборы, а может и не очередные Верховной Рады, это же понятно, что Порошенко и Гончаренко, которые во фракции Порошенко, будут говорить, что там мы это сделали, да, то есть это им будет добавлять очков. Я понимаю, что это, с моей точки зрения, это тот вопрос, который должен, наоборот, объединять и оппозицию, и власть. Но реалии таковы, которые, я же как бы аналитик, да, я рассказываю ситуацию, как она есть, не так, как хочется, а как она есть. Поэтому я думаю, что решение возможно, несмотря на то, что этот проект постановления лежит уже там в Верховной Раде с лета прошлого года, без движения. И, на мой взгляд, это главная причина как раз политическая. Поэтому решение может быть, ну, я занимаюсь этим вопросом, я сейчас не буду говорить, каким образом это будет решаться, но у меня большие надежды есть на то, что будет принято постановление. Это или не это, скорее всего, не это, возможно, другое, но по признанию геноцида черкесского народа Украина, конечно, должна проголосовать за, и это будет. Несмотря на наши позиции на канале и на лично свои озвученные касаемо этой войны, мы стараемся соблюдать какой-то баланс для того, чтобы наши зрители, находящиеся сегодня в черкесских регионах, могли все-таки смотреть, распространять наши видео, анализировать то, о чем мы говорим. Поэтому я постараюсь выразиться помягче, что по окончанию этой войны и возвращении ситуации в свое логическое русло тяжело предсказать развитие событий внутри России и, в частности, на Северном Кавказе. Но, тем не менее, когда мы говорим о геноциде, о признании геноцида черкесского народа, какие, по-вашему, шаги должны быть сделаны сегодня, чтобы принятый акт о геноциде
не был актом, как мы говорили выше, о прошлом, об исторической справедливости, да, а мог бы регулировать положение и права черкесского народа в настоящем, ну и в будущем, соответственно. Проблема в том, что, на мой взгляд, ну, во-первых, черкесский народ разбросан не только по всему миру, да, но и на территории России, которая оккупировала Черкесию, да, он раскидан по разным административным единицам. К тому же руководство этих территориальных единиц, это партия власти, это практически те, кто относится, мягко говоря, к правам черкесского народа, как и любых других народов. Если взять, допустим, то, что я знаю, закон об образовании был принят, я не знаю, в Черкесии это есть, то есть черкесы должны писать, любой коренной народ, представители должны писать, родители должны писать заявление, что они хотят, чтобы их дети обучались на родном языке. Но это нонсенс, это право каждого народа, то есть идет вот создание условий для того, чтобы мягкая была такая вот как бы плавильный котел, где не будет народов. И вот руководство, будем говорить, руководство черкесского народа на территории Российской Федерации, да, оно не может или не хочет, ну, то, что мы видим, отстаивать права черкесского народа. Более того, насколько я знаю, черкесы, которые находятся за пределами Российской Федерации, за пределами своей исторической родины, они находятся в разных странах, и они как бы объединены, ну, формально, да. Подскажите мне, Всемирная черкесская ассоциация, да, или как называется? Международная черкесская ассоциация. Международная черкесская ассоциация. И вот может, я плохо изучал этот вопрос, но то, что я видел, да, я там тоже не вижу каких-то шагов по отстаиванию интересов черкесского народа. Я только слышал о том, что вот, ну, собираются там периодически, да, флаги есть, да, требования в основном, это то, что даже не требования, как бы мечта о том, что черкесы, вот, создать им условия для переселения на историческую родину. У меня, извините, то есть переселения нет. Я слышу о том, чтобы черкесы должны быть возвращаться там, с Турции, из других стран на историческую родину. Но если я себя ставлю на место черкеса, который живет там, да, и сам себе задаю вопрос, как я буду переселяться своей семьей туда, где черкесский народ не свободен, где я должен буду писать заявление там о том, чтобы мои дети обучались, допустим, на черкесском языке, где на каждом шагу я буду слышать, не буду говорить какие слова от тех, которые поприезжали, да, которые там сейчас живут на моей земле, и не только на земле, где бы я ни был. То есть я буду себя чувствовать, ну, не в свободной стране и человеком второго сорта. Мне этого не хочется, я этого не хочу. Я хочу возвращаться страну, которая свободна, где мое государство, да, вот под управлением людей, которых я избираю, и которые избирают друзья мои черкесы, которые достойны, без вмешательства извне. А если этого нет, ну, это просто остается мечтой, это просто благое пожелание. Для того, чтобы вот осуществить то, что вы говорите, чтобы это было не просто постановление, да, о признании геноцида, нужны эти два компонента. Их пока что нет. Да, вот как бы руководство Черкесии, черкесского народа на исторической родине и представительный орган черкесов, Всемирный совет, тоже должны как бы занимать активную абсолютно позицию. Тут же нужно учитывать, что если мы говорим о признание геноцида, это не просто вот признали, там Грузия перед тем признала геноцид черкесов, адыгов,
и Украина, допустим, сейчас признает, речь идет о том, что это начало процесса как раз того, чтобы нести знания о черкесском народе, о черкесских традициях, о черкесской культуре, о черкесском менталитете, да, вот в принципе, что это за народ, да, на что он настроен. Большинство же не знают вообще ничего о черкесах, поэтому эти знания, да, должны быть, вот, на мой взгляд, в том постановлении о признании геноцида, должно быть не только признание геноцида, да, а должно быть и четкое указание уровням, допустим, просвещения, о том, что программы в школьной Украине, да, включить просто история, вот кусочек того, что там действительно было. Допустим, там есть у нас Министерство культуры, которое ответствует за информацию. Точно так же помогать черкесской диаспоре здесь, призвать парламенты мира и международные организации, которые еще не признали геноцид черкесского народа, сделать это. Да? То есть это все не просто пункты для того, чтобы принять, а это, если хотите, информационная кампания для того, чтобы мир услышал, узнал о том, что было. Вот опять же я провожу аналогию с тем, как работали евреи всего мира над об информировании, да, о Голокосте всех. Здесь должно быть постановление и призыв к Российской Федерации признать геноцид черкесского народа и попросить прощения, да, за то, что было. По крайней мере, я не знаю, как там черкесские к этому отнесутся, но это должно быть. Это, конечно, розовая мечта сейчас при нынешнем правительстве России, при нынешнем руководстве об этом говорить, но тем не менее оно должно быть, если мы говорим о полностью о восстановлении справедливости относительно черкесов. Речь не только о справедливости, речь о том, что было тогда, насколько помню, 2 миллиона, а потом осталось сейчас там несколько сот тысяч и на территории Российской Федерации. Речь идет о восстановлении генофонда, в принципе, черкесского народа. И учитывать нужно еще Декларацию Организации Объединенных Наций о предоставлении независимости колониальным странам и народам. То есть речь идет, я не говорю о том, что вот завтра должна быть независимость, но это Россия должна понимать, это черкесы, если они хотят сохраниться. Хотят или нет, но сохранить и развить свою страну, свою культуру, свой народ, видеть будущее можно только, если ты создал свое государство. И к этому нужно идти. Я не говорю, что когда это будет, через полгода, через 10 лет, сразу независимость, или, допустим, действительно автономия, или конфедерация, или настоящая федерация, но при том, что черкесский народ должен стать хозяином своей земли. Да, вопрос на самом деле большой, сложный, но механизмы в практике международных отношений есть, примеры есть, и мы понимаем, как можно к этому идти, как можно к этому стремиться. И тут главное, которое мы обозначаем по итогам нашего сегодняшнего такого презентационного разговора, можно сказать, это мы сегодня находимся в 21 веке, веке информационной войны, и сегодня информация на самом деле решает очень многое, и в том числе поэтому, в первую очередь поэтому создан наш канал Черкасиан Медиа. Призываем всех зрителей подписываться на канал, следить за нашими выпусками. Мы обязательно будем проводить большую работу по популяризации черкесской тематики, и в том числе, конечно, с украинскими коллегами
надеемся на более тесное взаимодействие в этом вопросе. Павло, еще раз благодарю вас за информативную беседу. Я убежден в том, что это не последняя беседа. Мы будем продолжать развивать наши мысли. И надеюсь на то, что и в украинском обществе мы сможем найти эти точки соприкосновения для взаимодействия в будущем и в настоящем. За нашу и вашу свободу. Спасибо, Павел. Удачи. Удачи, спасибо. Постскриптум после интервью и, возможно, о каких-то других темах. Хотелось объективно услышать картину, которая видится из Киева. У нас определенный информационный вакуум в пространстве, в нашем вопросе. И я думаю, что нужен какой-то свежий подход, свежий взгляд. В принципе, что мы и пытаемся делать на Черкасиан Медиа. Новые акценты. Теперь мы можем в случае недосказанности какой-то договорить свои мысли. Черкасиан Медиа продолжает свою работу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Ассаламу алейкум. ويشاف خزم يكبزر ويبسم خغش سعد الوجز وتكون يحاب يكسر شعب وابن خججات عاد قد وزيز